Итак, привет всем, ребят. Я надеюсь, меня слышно. Пишите, пожалуйста, как меня слышно или нет. Ам, И будем начинать. Окей. Привет всем. Меня зовут Егор, и сегодня я хотел бы рассказать про 5 принципов великого дизайнера. Вот. Эти принципы помогают мне в работе и, надеюсь, помогут вам. И я надеюсь, что этот доклад будет интересен и полезен для вас. Итак, начнем. Что вообще такое принципы дизайна? Это средство для достижения цели, которое заключается в том, чтобы ваш дизайн ощущался правильным. Честно, я не знаю, кто сказал эту фразу или написал, но она очень хорошо сказана, и это важно. Знаете, вот принципы, если вы будете придерживаться принципов дизайна, вы заслуживаете себе место в дизайнерском раю. То есть вы сможете, если будете придерживаться этих правил, грубо говоря, вы сможете получить хороший результат, да, хороший дизайн, хороший фидбэк от клиентов и так дальше. Окей, первый принцип– это стремление к индивидуальности дизайна. Индивидуальность превращает скучный сайт в что-то привлекательное, зазывающее. Такие сайты убеждают новых пользователей исследовать сайт, а старых пользователей возвращаться. То есть, что я имею в виду? Порой дизайнеры боятся выйти за уже принятые рамки и шаблонно мыслят. И, к сожалению, часто финальный продукт не выделяется среди остальных. Мы, дизайнеры, несем большую ношу, да, это делать мир чуточку красивее. Поэтому нам нужно быть креативными. И сейчас я вам покажу несколько приемов, благодаря которым вы можете сделать так называемую индивидуальность в вашем сайте и дизайне. Первое– это интересный лайаут. Сейчас я посмотрю, что там по чату у нас. Вдруг меня не слышно на самом деле. Секундочку. Окей. Интересный лайаут. То есть текст справа, а слева фотография– это не аксиома, и наоборот. Я, когда еще не был частью Halo Lab, да, не был частью команды Halo Lab, я всегда заходил и просто вдохновлялся работами в нашей студии, да, то есть на работу на Dribble. Здесь очень хорошо показан вот этими вот работами, да, я подобрал здесь, в принципе, это все с нашего дрибла фактически, да, я там взял. И здесь очень хорошо показан принцип интересный лайаут. То есть можно текст слева, текст справа, посередине фотография, чего-то еще там, то есть интересные фигуры, формы и так дальше. Это очень важно, потому что вот если мы зайдем, да, на дрибл, и если там попадется наш шот, и мы сразу поймем, что это именно наша студия, потому что благодаря тому, что у нас довольно-таки здесь все необычно сделано, так интересно преподнесено, ощущается индивидуальность, про что я говорил ранее. Это не так сложно, как кажется, да, то есть, по сути дела, здесь просто вот фотография женщины, текст слева, текст справа, фотографии, все, и это уже выглядит круто. Там форма, тенюшечка, и к этому нам нужно стремиться. Мы должны как-то выделяться среди остальных, и это очень важно, да, еще раз повторю, я много раз повторяюсь, но это важно. Дальше. Как еще можно сделать индивидуальным, да, ваш дизайн? Это интерактивность. Достаточно небольшой анимации, чтобы придать более интерактивности сайту. Еще один момент. Важность анимации в том, да, то есть интерактивность это, грубо говоря, анимация, как это все взаимодействует и так дальше, да. Важность анимации в том, что она привлекает внимание, и мы можем делать акценты на те вещи, которые хотим выделить, поскольку мозг всегда обращает внимание на движущие объекты, и про это важно помнить и знать. В принципе, анимация может быть простой, да, как на этом сайте. Это наш, э, это наш сайт, да, вроде как я взял вроде бы его с Dribble, я уже не помню.
Анимация не должна обязательно быть прям супер навороченной. Здесь может быть просто подчеркнут текст, да, немножко изменится форма при наведении на кнопку, там просто подплыть аккуратненько фотографии, либо вот такого духа кнопки сделать. Просто анимация добавляет очень такого сочного стиля, как, например, вот здесь, да, вот именно на этом примере. То есть ты смотришь и понимаешь, что это довольно-таки круто выглядит. Хотя здесь анимация не очень сложная. Просто появляются фотки, да. Окей. Дальше. Анимация еще может иметь такой, я не знаю, лидирующую позицию в дизайне, да, например, как на этом сайте. То есть здесь настолько крутая анимация, она настолько как-то обогащает сайт и делает его настолько уникальным в своем роде, да, и это настолько круто. И если бы мы стремились сделать каждый сайт таким, то это было просто великолепно. Окей, еще анимация может быть, сейчас я переключусь. Окей, анимация не обязательно должна быть супер навороченная, как на вот этом вот примере, да. Здесь просто, подумаешь, сайт, да, фототекст, но при этом благодаря тому, что интересно появляется вот такая фотография под углом, когда, сейчас тут еще будет, да, вот появляется текст, как-то тебя погружает в этот сайт, ты хочешь смотреть, заходить на него еще раз и еще раз, вот, да, тут как интересно появляются фотки. И это придает очень такого клевой интеракшн, да, интерактивности. Окей, следующее. Анимация может вообще быть простой максимально, как здесь. Представим, что это какой-то блок там услуг. Это у нас заголовок H1, да, и какой-то подзаголовок, что-то там написано у нас. И здесь у нас идут наши услуги, да, слева направо просто так сами по себе проскролливаются, и уже сразу как-то ощущается какой-то стиль, вот именно как-то выделяется, да, среди остальных, потому что здесь это несложно сделать, но не обязательно все, вот типа гениальное, это все простое, это гениально, да, то есть и нам не всегда нужно прям стремиться к супер гениальной, там, супер вау, офигенной анимации. Мы можем просто придать какое-то движение, чтобы просто заинтересовать, да, глаз человека. Окей, еще хорошая анимация на вот этом вот примере. Мне очень нравится то, что она помогает как-то выделить объекты с помощью вот как-то анимации, что они появляются сначала там фотография, потом текст, или текст, потом фотография, и ты сначала смотришь на текст, да, потом на фотографию смотришь, вот как бы здесь. Вот она как-то помогает выделять объекты. Это очень клево. И вот, по сути дела, здесь анимация простая, но она очень клевая. Еще анимация может быть просто, вы можете с ней не особо взаимодействовать, да, она более как для красоты. Но она может как-то выделить и добавить стиль вот вашему сайту и как-то придать какого-то интереса. Окей. Следующий принцип – это второй принцип – наблюдать за миром. Чем больше дизайнер увидел, тем больше у него будет боеприпасов, когда ему понадобится что-то новое. Смотри, еще раз смотри, лишним будет. Под боеприпасами я подразумеваю насмотренность. Это главная суперспособность любого творческого человека, то есть дизайнера, фотографа, музыканта и так дальше. Да, я знаю, что многие об этом рассказывали, и многие об этом слышали и знают, но важность от этого не уменьшается. Истина очевидна. Для того, чтобы сделать что-то свое, для начала нужно глянуть что-то чужое. Запомните фразу: новое – это ремикс чего-то другого. Не стесняйтесь использовать референсы, брать лучшие решения из разных источников и объединять, переделывать и адаптировать под ваш проект и делать тем самым его индивидуальным, про что я говорил ранее. Поскольку брать решения из головы могут только воистину супергерои дизайна. Все вы знаете про
Dribble, Behance, Awards и другие сайты. Мне уже нет смысла про них, в принципе, рассказывать. Но отдельно я хотел бы выделить Musical.ly. Это вот здесь. Я тут все ссылочки подкрепил, если что. Musical.ly — это расширение для браузера, которое заменяет стартовую страницу Гугла на подборку вдохновения для дизайнера. Да. То есть ты там заходишь на выходных посмотреть там YouTube, открываешь сначала Chrome, и вместо Гугла у тебя там подборка инспирейшенов. То есть это круто. Ты как бы пассивно прокачиваешь свое как-то свою насмотренность пассивно прокачиваешь, да, то есть ты заходишь, там чуть посмотрел, там и пошел дальше по своим делам. Вообще, идея изобретать что-то совершенно новое прекрасна, но суровая правда заключается в том, что новое — это ремикс чего-то другого. Я нашел вот такое видео, которое наглядно показывает принцип «новое — это ремикс чего-то другого». Там не совсем про дизайн, но думаю, будет интересно посмотреть. Окей, дальше. Третий принцип – это придерживаться базовых правил. Чтобы стать мастером дизайна, нужно сначала освоить базовые правила. Благодаря правилам вы сможете в разы улучшить свою работу. Я думаю, вы уже знаете про правила КРЭП, то есть там контраст, повторение, выравнивание и близость. Я сегодня не буду повторяться, а советую посмотреть еще раз видео от Андрея, лишним не будет. Я тут ссылочки все прикрепил. Сегодня я хотел бы добавить от себя, то есть, да, то, что я и за собой замечаю, и за другими дизайнерами, вот, частые ошибки и косяки. Погоня за все и сразу. Это первое. Дизайнер спешит воплотить все в своей работе, дергая понемногу из разных работ. В итоге получается сборная солянка из различных стилевых решений, разных шрифтов, цветов и прочее. Я подобрал два примера, то есть один хороший, другой плохой. То есть это наша работа с дрибла, а это, я не знаю, я взял с Behance. Я думаю, вы часто такое встречаете на Behance. Окей. Я понимаю, что хотел сделать дизайнер на этой работе. Он хотел сделать максимально информативно, чтобы ты зашел, там, узнал всю инфу сразу, там, все так и сяк. То есть пытался сделать информативно, но при этом он информативность потерял. Мы заходим, и мы не понимаем, что читать первым. Очень много шума, и это очень отвлекает. То есть ты заходишь такой, куда смотреть? Тут что-то цифры, кнопка, и это что, тоже кнопка, тоже непонятно. Ты теряешься и не понимаешь. Плюс еще большое количество различных стилей текста. Здесь. В общем, очень много. То есть мы должны отходить от этого. Да, вот по сути дела. Здесь вот с точки зрения текста, то есть здесь чуть-чуть написано, грубо говоря, да, то есть с точки зрения текста здесь мало информативно, но с точки зрения дизайна и визуала намного информативнее, нежели здесь, на этом примере. То есть мы заходим на сайт, и мы сразу понимаем, о чем и вообще какой смысл, да, какой посыл сайта, на который мы заходим, потому что нас ничего не отвлекает. Это как бы, да, минимализм, да, все сделано аккуратно, красиво, к чему мы должны стремиться. То есть убираем все лишнее и вставляем только действительно что-то важное, делаем это красиво. Также здесь мы можем заметить один стиль текста, да, что важно тоже придерживаться. Делаем так не делаем. Окей, дальше. Нехватка воздуха. Под воздухом я имею в виду пространство вокруг элементов, определяющее отступы между ними. Неопытного дизайнера можно определить потому, что он как будто стесняется использовать рабочую область. Опытный же, напротив, старается задействовать все полотно целиком. Окей, тоже подобрал два таких примера. Здесь layout очень схож. Вот реально очень схож. И насколько это все по-разному воспринимается, да, я знаю, это hero, да, это как бы типа баннер, hero, а это регистрация, но тем не менее, если мы поставили бы сюда логотип, там менюшку, текст и кнопочку, ничего особо не поменялось. Просто хочу сейчас вам рассказать про какие-то прям жесткие ошибки, да, вот, например, если мы возьмем эту работу, мы просто смотрим, да, вроде дизайнер уже
уже определился, он уже понял, что нужно уменьшать количество стилей текста. Вот он сделал тут плюс-минус, да, вроде бы как один стиль текста. И мы как бы смотрим, да, типа более-менее нормально, но при этом столько все сжато, да, ты как-то смотришь, и тебя меня это душит, если честно, мне аж как-то плохо становится, потому что я захожу, я не понимаю, куда смотреть. Плюс подборка цвета, да, то есть мы смотрим, акцентов вообще нет. Здесь кнопка такого цвета, и тут какой-то шейп тоже такого самого цвета, и оно все как-то шумно между собой, вот оно чисто между собой конфликтирует. Мы тоже должны этого избегать, то есть мы должны как-то делать так, чтобы объекты между собой как-то играли, чтобы это было красиво, да, и понятно для глаза. Рассмотрим здесь, да, оно выглядит как будто два отдельных элемента, но они работают вместе. Они не мешают друг другу, а наоборот дополняют друг друга. То есть я думаю, здесь прям очевидна разница между этим и вот этим. Насколько здесь по-разному воспринимается информация. Да, конечно, я еще раз говорю, что здесь hero, а здесь регистрация, но я думаю, принцип понятен. Окей, дальше. Очень стоковые фотографии. Думаю, что в 2022 году уже обычно прям супер стоковые фотки, да, без души никому не интересны. Старайтесь найти фотографии, которые будут дополнять стиль сайта. Окей, я подобрал много примеров, плюс-минус, потому что мы очень много используем фотографий на своих сайтах, прям очень много. И сейчас я прям пройдусь конкретно. Окей, так, тут просто посмотрел в чат. Окей, я подобрал, еще раз повторюсь, подобрал очень много вот примеров. То есть короче, давай, начну с того, что мы дизайнер, да, мы должны вообще разбираться во всем визуале, который нас окружает, фотография, там, фильмы, там, все что угодно, то есть все, что подразумевается под визуалом. И фотографии это очень важно, потому что благодаря фотографиям человек может себя ассоциировать с этим, грубо говоря, героем или героями на фотках. И если в них вот если фотография несет какой-то посыл, мы это ощущаем неосознанно. Окей, вот дам просто пример. Вот семья. Это максимально стоковая фотка, да, то есть, да, здесь тоже любовь, там семья, любовь, там, и здесь семья, любовь. Насколько это по-разному показано, это как будто, вот эта фотка, да, она как будто самостоятельная. Вот, она как будто самостоятельная, сама по себе, нежели вот это вот. То есть, мне написали фотограф в зеркале палец. Ну, да, конечно. Ну ничего, если что, я смогу там сделать еще и потом типа доклад по фотографии прям отдельно научить. Ну, такое. Окей, еще раз. Нам нужно вообще стремиться. Да, вот смотрите, здесь фотка не идеальна. Тут шумы, типа блики, чего-то там еще, но при этом насколько здесь все. Ты веришь этой фотке. Этой фотке ты не веришь, да? Окей, дальше. Представим, что вот женщина, да, там девушка сходила там в бьюти-салон, там сделала все, что хотела, очень довольна результатами своими, да, результатами, то, что она получила, да, довольна сервисом, но при этом ты смотришь, да, например, как показано это, например, здесь, да, просто там девушка улыбается, там сумочку держит, круто, а как это показано здесь? Мне кажется, здесь и так понятно, что ты больше веришь в фотографии справа. То есть здесь она более такая реалистичная фотка, да, более вот, как это, ну вот реально просто более реалистичная, более искренняя, да, ты смотришь и ты веришь вот реально в ее эмоции, нежели вот здесь. Это типичный баннер, да, какой-то там, который вы видите каждый день.
Тут написали мне. Ну, понятно, что разные категории. Ну, например, просто если мы берем если у нас будет вариант выбрать левую либо правую фотографию, да, например, то я бы лучше советую взять там справа. Окей, дальше. Также смотрим. У нас есть какой-то там бизнесмен, там лидер в команде, там все дела, на него смотрят его там подопечные, его там, не знаю, коллеги, там, он смотрит в будущее, но на самом деле ты ему-то не веришь. То есть тут как-то оно все выглядит не по-настоящему. А вот, например, на этом примере. Чувак смотрит там в будущее, там, я не знаю, там, планирует что-то там. Оно намного лучше передает атмосферу, да, вот именно какого-то, может, там, бизнеса серьезного. То есть, также вот, например, встреча, да, какая-то там конференция, встреча, мы можем показать это немножко по-разному. То есть, да, это довольно стоково выглядит, ну, то есть не по-настоящему, либо это выглядит вот так, да, то есть мы, например, люди, у нас очень хорошо прокачано абстрактное мышление, и мы можем связать, в принципе, несвязуемые вещи, да, то есть в чем разница между искусственным интеллектом и интеллектом человека, что человек может связать, как я говорил, несвязуемые вещи. То есть, да, тут и так понятно, что если типа стоят много стульев, значит здесь и происходят встречи, люди здесь приходят, узнают что-то новое, что-то рассказывают. То есть не обязательно показывать вот так, да, лучше показать в таком стиле. То есть здесь намного чище фотка и так дальше. Просто я хочу сказать, что фотки реально очень важны, потому что они очень хорошо передают настроение и посыл, который мы хотим, да, там передать на сайте. Это тоже важно. Окей, дальше. Четвертый принцип. Имеет толстую кожу. Вы только что презентовали дизайн, теперь соберитесь с духом. Наступает самая трудная часть для большинства дизайнеров — обратная связь, а точнее критика. Ой, это прям... Многие воспринимают правки и фидбэк слишком близко к сердцу, слишком буквально. Но только здравая критика поможет вам обнаружить слабые моменты в вашем дизайне, слабые моменты в ваших умениях. Только критика даст конкретного вот именно пинка вперед в сторону развития и подскажет, куда двигаться дальше. Научившись принимать фидбэк и критику, вы поймете, что это единственный способ критически взглянуть на собственную работу. Дорога к мастерству дизайна очень терниста, но интересно. И просто представьте себе, каким вы будете дизайнером через год, если вы будете воспринимать правки как путь к развитию. Да? Путь мастера дизайна — это не забег на короткую дистанцию, это нужно принять. То есть, да, критика — это путь к развитию. И это всегда мне помогало, да, когда там, поначалу очень много там правок идет, кого-то там рассказывают, что ты делаешь не так. То есть я пытаюсь воспринимать это, и даже не пытаюсь, а воспринимаю это реально как путь к развитию, потому что если человек там, да, лид тебе рассказывает то, что ты делаешь не так, он делится с тобой опытом драгоценным, и это важно. Это нужно прям хорошо воспринимать и перерабатывать ту информацию, которую тебе говорят люди, да, грубо говоря, постарше, да, так, в дизайне. Так, ну, как бы я бы еще хотел добавить, что ошибки не совершают те, кто ничего не делает. Не опускайте руки, когда что-то не получается или результаты ваших трудов вызывают критику. Окей. И пятый принцип. Порой задает глупые вопросы. Нету ничего плохого в том, чтобы показаться глупым. Один вопрос может спасти от большой потери времени. И последнее, но не по значимости, то, что я хотел бы сказать, да, я считаю, один из важных навыков дизайна это умение общаться с командой. И никогда не бояться вот именно задавать порой глупые вопросы. Один вопрос может спасти от большой потери времени. Когда ты не так услышал или не так понял ТЗ или бриф, и из-за того ты что-то сделал не так и так дальше. Самое главное запомнить, что команда — это твои друзья.
а другу ты всегда расскажешь правду или скажешь о том, в чем ты не уверен до конца. С таким подходом вы совсем иначе будете смотреть на свою команду. И это поможет улучшить продуктивность работы над вашим проектом. Фух, ребят, все, спасибо за внимание. Так, если есть какие-то вопросы, напишите, я отвечу. И напишите, как вообще доклад. Потому что это мой вообще первый доклад в жизни, и хотел бы услышать фидбэк, там, прочитать. Блин, спасибо. Прям сердечко. Прям мне прям сердечко. Спасибо, ребят, за поддержку. В общем, спасибо, да, спасибо. Так, ребят, все, не буду вас задерживать. Все, всем хорошего дня, всем пока, там, до встречи. Я надеюсь, так, я надеюсь, что мы еще с вами встретимся. Я еще что-нибудь расскажу. Так что все, всем пока.